Покушение на президента, нападение на резиденцию со смертельным исходом. Диктатор готовится к смерти, план передачи власти готов, преемники режима назначены, кто займет трон в бункере. Шквальный огонь по Кремлю, Москва атакована дронами, пока в НАТО предрекают победу Украины в войне. Расскажем все детали. Орбан сдается и придумывает для себя невероятную отмазку, что заставило друга Путина изменить планы. Об этих и других самых важных событиях утро понедельника, 23 февраля. Все, что имеет смысл, то, что действительно важно и интересно, в эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Начинаем. Минувший вечер прошел под знаком официального визита в Москву ряда дружелюбных дронов, которые стремились оставить свой след в российской столице. В местных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево вводились временные ограничения. Это когда рейсы принимают и отправляют только по согласованию с профильными службами. Аналогичные меры в Ярославле. По данным Росавиации, ограничения связаны с безопасностью полетов. Ранее работу аэропортов уже приостанавливали из-за налета беспилотников. На подлете к Москве сбили как минимум 12 дронов. Именно такую цифру озвучивали в Минобороны на момент записи этого видео. Всего российское ПВО отчиталось о том, что уничтожило 71 аппарат над разными регионами России за несколько часов. Пропагандисты и так называемые медиа все в панике. Есть попадания, но власти предпочитают умалчивать или списывать на обломки. Напряжение остается. Если вы знаете детали этой атаки, пишите нам. Можно прямо под этим видео в комментариях. Перелом на фронте. Аналитики прогнозируют развитие событий и утверждают, что прорыв еще возможен. В НАТО считают, Украина способна изменить ситуацию, но при выполнении двух условий – сохранения поддержки союзников и наращивания собственных ресурсов. По данным источников Альянса, Россия может удерживать нынешний темп боев минимум год и имеет преимущество в авиации и тактическом вооружении. Москва постепенно продвигается на Донбассе, используя так называемый крепостной пояс городов. Если давление усилится у Гуляйполя, под удар FPV-дронов может попасть Запорожье, как сейчас страдает Херсон. По оценкам британских источников, оптимистичный для Кремля сценарий – еще 18 месяцев войны и сотни тысяч потерь. Пессимистичный – до 4 лет и миллионные жертвы. При этом потери РФ уже колоссальны. Лондон утверждает, на некоторых участках они в 25 раз выше украинских. Главком ВСУ Александр Сырский заявляет, тупика нет, все решит темп и технологии. Рекорды в РФ – это всегда очень необычно. За 2025 год по уголовным делам задержали как минимум 15 действующих и бывших вице-губернаторов. Это максимум за последнее десятилетие. Для сравнения, за предыдущие 5 лет таких дел было примерно столько же, сколько за один только 2025 год. География широкая: Краснодарский край, Курская, Белгородская, Брянская и другие области. Самая частая статья – взятки. По подсчетам, только по ним сумма претензий превышает 316 миллионов рублей, а общий ущерб по другим коррупционным эпизодам еще около 578 миллионов. И это только по тем делам, которые стали публичными. Лидирует Краснодарский край. Там с 2016 года под следствие попали уже 7 вице-губернаторов. Причем система выглядит совсем замкнутой. В некоторых случаях задерживают не только чиновника, но и его преемника. То есть кресло освобождается, и через время туда приходят уже с обысками снова. Среди самых громких историй дела о многомиллионных и даже миллиардных суммах, откаты вымогательства у бизнеса, ущерб региональным бюджетам, хищения на строительстве оборонительных сооружений. По сути, речь уже не о единичных эпизодах, а о стабильной модели работы части региональной вертикали. Наказания тоже жесткие. В среднем осужденные вице-губернаторы получают почти 8 лет колонии плюс крупные штрафы. Но на фоне новых задержаний главный вопрос звучит так: это реальная зачистка системы или просто борьба кланов внутри самой власти? Покушение с летальным исходом. Агенты секретной службы США застрелили мужчину, который пытался проникнуть на территорию резиденции Дональда Трампа. Инцидент произошел ночью у Северных ворот. По данным Fox News, у молодого человека, ему было около 20 лет, при себе был предмет, похожий на дробовик, и канистра с топливом. Вот фотография дробовика и канистры с бензином, которую я вам передаю. Как я уже сказал, предстоит еще большая работа по расследованию.
расследованию. Ведущим ведомством является ФБР. Мы будем помогать. Президента на тот момент в резиденции не было. К счастью, благодаря быстрым действиям заместителей шерифа и секретной службы никто внутри не оказался под угрозой. Власти заявили о несанкционированном проникновении. Подозреваемый был застрелен на месте. Обстоятельства происшествия уточняются. Мы вам о них обязательно расскажем. Верните деньги. Много денег. Губернатор Иллинойса потребовал от Дональда Трампа вернуть штату более 8 миллиардов долларов. Повод – решение Верховного суда, который признал глобальные тарифы президента незаконными. Ваши пошлины нанесли огромный ущерб фермерам, разгневали наших союзников и привели к резкому росту цен на продукты питания. Верховный суд уведомил вас о том, что они противоречат Конституции. От имени жителей Иллинойса я требую вернуть $1700 каждой семье Иллинойса. В моем штате 5 миллионов 105 тысяч 448 домохозяйств. Это значит, что вы должны возместить ущерб на сумму 8 миллиардов 679 миллионов 261 тысяча 600 долларов. Прицкер опубликовал счет в соцсетях с короткой фразой «Выписывайте чек». Верховный суд большинством 6-3 постановил тарифы, введенные по закону о чрезвычайных экономических полномочиях, неконституционны. Судьи решили, что президент не имел права вводить пошлины почти против всех торговых партнеров США. Теперь вопрос, последуют ли другие штаты с тем же требованием. Режим готовится к устранению диктатора. План на случай ликвидации уже в процессе разработки. Ведь главная цель режима тут – самосохранение. По данным The New York Times, верховный лидер Ирана Али Хаменеи поручил подготовить сценарий действий на случай своей гибели во время возможного конфликта с США. Речь идет о многоуровневой системе преемственности, как в военном, так и в гражданском управлении. Руководителям приказано определить до 4 заместителей на случай потери связи или убийства. Координацию ключевых решений доверили Али Лариджани, бывшему спикеру парламента и секретарю Совбеза. Его влияние в последние месяцы усилилось. Он курирует безопасность и участвует в переговорах по ядерной программе. На фоне сообщений о возможной операции США и появлении американского авианосца в Средиземном море напряжение растет. Район позволяет авиации действовать по Ирану, а эсминцы усиливать противоракетную оборону Израиля. Вопрос уже не в теории, готовится к худшему. Больничный корабль на остров. Трамп решил вспомнить о Гренландии и решил еще немного понагнетать. Президент США заявил, что отправляет медицинское судно к арктическому острову, который он ранее хотел приобрести, а потом оккупировать. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social и опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение корабля. Работая вместе с замечательным губернатором Луизианы Джеффом Лендри, мы собираемся отправить в Гренландию отличный госпитальный корабль, чтобы позаботиться о многих больных людях, о которых там не заботятся должным образом. Он уже в пути. По словам Трампа, судно уже в пути и должно помочь многим больным людям, не получающим лечения. Но неизвестно, приглашали ли его Дания или власти Гренландии. Пост появился через несколько часов после эвакуации моряка с американской подлодки у берегов острова. Кризис вокруг Гренландии тлеет с начала года. Дания считает его неурегулированным, а НАТО уже запустила миссию Arctic Sentry для усиления присутствия в Арктике. Будапешт идет на попятную. После жестких угроз Венгрия не стала отключать электричество Украине, но выбрали для этого чрезвычайно удачный повод. Как и угрозу не выполнять, и хорошим остаться. Глава МИД заявил, нужно особо осторожно подходить к этому вопросу, чтобы не навредить венграм в Украине. Почти половина импорта электроэнергии Украины поступает из Венгрии, однако мы пришли к выводу, что в этом вопросе нужно действовать с особой осторожностью, поскольку по ту сторону границы тоже живут венгры, и прекращение экспорта электроэнергии прежде всего затронет Закарпатье и создаст серьезные проблемы, трудности и страдания для семей, живущих по ту сторону границы. Поэтому в этом вопросе нам нужно действовать крайне осторожно. Наш спор не с людьми, а с украинским государством, подчеркнул министр. Накануне Виктор Орбан грозил остановить поставки электричества из-за ситуации с трубопроводом «Дружба». Будапешт уже приостановил дизель, заблокировал 20-й пакет санкций ЕС и кредит на 90 миллиардов евро для Украины. Чей именно это маневр? Орбана или Кремля? Как думаете? Наркобарон готов сдать всех в обмен на экстрадицию?
Узбекский заключенный, отбывающий 17 лет в России, заявил, он готов выдать спрятанный героин и всю сеть сообщников, если его переведут в узбекскую тюрьму. По его словам, в горах Узбекистана спрятано по 3 килограмма афганского героина в 2 тайниках. Места знает только он, но главное другое. Заключенный утверждает, что в колонии осужденных регулярно уговаривают подписывать контракт на войну в Украине. А он этого делать совсем не хочет. Военные говорят нам, что если Россия в ближайшее время не договорится с другими странами о мире, то нас всех отправят на войну принудительно, и мы не получим ни копейки. Обещают до 1 миллиона рублей после подписания контракта, досрочное освобождение и прощение преступлений, если вернешься. Он говорит о тяжелых условиях, работе на холоде и отсутствии базовых прав. Добавляет, здесь меня рано или поздно отправят на войну, в Узбекистане я готов отбыть наказание за то, что совершил. Это была цитата. Личность собеседника в медиа не раскрывается, но случай вряд ли единичный. Работать в Польше станет сложнее и для украинцев, и для других граждан Восточной Европы. Варшава усиливает контроль и переводит систему в цифру. Статус для украинцев продлен до марта 2027 года. После 3-летний переход к стандартным правилам. Обязательная электронная регистрация, проверки, контроль зарплаты не ниже минимальной. Для грузин послабления уже отменены с декабря 2025 года. Белорусы пока сохраняют упрощенную процедуру до 24 месяцев. Россияне без упрощений с 2022 года. Мы задали вопрос юристу, что должны или могут сделать украинцы и белорусы, чтобы не нарушить закон. Если вы получили карту временного побыта по работе, и в вашей децизии указаны работодатель, предположим, и в какой-то период вы после получения децизии вы решили уволиться. Это вы должны в течение 15 рабочих дней выслать поведомление до уrzędu працы о том, что вы уволились. И это также будет касаться абсолютно всех граждан Украины с 5 марта 2026 года, потому что возвращаются гражданам Украины старые правила. Новый закон, подписанный президентом, постепенно сворачивает специальную систему помощи, действовавшую с 2022 года, и переносит ее в общий закон о защите иностранцев. Власти подчеркивают цель – защита польского рынка труда. Для мигрантов это означает одно – меньше гибкости и больше контроля. А в прошлом выпуске мы говорили с вами о том, что Кремль заговорил на языке боеголовок. Ядерные угрозы снова в центре внимания, а в НАТО уже готовят официальную реакцию и явно не собираются это игнорировать. Параллельно громкий теракт в центре города, десятки пострадавших, исполнитель уже задержан. На этом фоне начинается одна из самых важных битв года – подготовка к выборам, которые могут повлиять не только на судьбу страны, но и на всю Европу. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите, а мы встретимся уже вечером.